Всем привет, друзья! Мы с вами находимся в Швеции, и я нахожусь на трак-шоу в Манторпе. Это главное событие уходящего лета в Швеции среди всех грузовиков. И мы с вами потихонечку начнем обход и найдем, конечно же, нашего друга Андрея Толмачева. Здесь у нас начинается выставка с большей степени ретро-автомобилей, первоначальников вообще перевозок. Scania, Mack мы видим, да? Это что за модель? Volvo, Scania, Scania, Scania и Scania. Сразу у нас Трал, Scania также. Мы с вами едем в ту сторону, в эпицентр какого-то движа. Здесь только все начало идет. Сегодня первый день, пятница. Здесь, получается, пятница и суббота происходит это все движение. Я, честно, даже не знаю, что вам и сказать. У меня пропал дар речи от такого количества. В целом все натирают, все начищают. Я так понимаю, здесь даже наливают. О. А вот впереди я увидел знакомый силуэт одной машинки. И сейчас будем искать ее хозяина. А, собственно, хозяин отсутствует почему-то. 695 номер. Где он? Вход на это мероприятие стоил мне 12 евро. Доехал я сюда на велосипеде со стоянки. Ну и здесь все разные виды. От старых до новых, от новых до старых. И на самом деле не каждый еще и сильно, я хочу сказать, подготовлен. Отлично, отлично. Ребята веселятся, у всех хорошее настроение. Здесь даже какие-то сувениры раздают или продают, не знаю. О, собственно, наш друг, для кого-то враг, Scania Viking. О, вот это вообще что-то древнее. 930. Я даже не знаю, какого она года. Куча кубков. Кстати, вот информация о ней. 930 лошадиных сил, но это и так было понятно. И что, собственно, делалось с этой машиной? Да, кстати, какого года? Год у нас 1981, нифига себе. Вот это да. Так, чувак натирает. Все конкретно, чтобы было. Так, здесь у нас что за зверь? Это тоже Scania, но это какая-то спец-Scania.
Scania SBA 111 DSC TGB 34 на 4 1976 года. Вот это вот аппарат. Как наша шашига, что-то похожее, да? Мы зайдем еще немножко взад всей этой движухи. Как все выглядит у нас с задней стороны. Дудят со всех сторон. Все на светотехнике, конечно, атмосферно, очень атмосферно. У Андрея модные чехлы на кабеля. Ну и, собственно, чехол на седло отдельно делается. А здесь что-то серьезное у чувака. С музыкой конкретные какие-то усилки стоят. Периодически нужно каждому водителю делать показательное выступление, чтобы все оценили, посмотрели, что, как, ага, начали искать. Откуда идет звук вообще в целом? В общем, меня немножко обломали, здесь летать нельзя. Это мне сообщил Андрей. Где-то там написано, а где написано, я не знаю, но я, естественно, не буду испытывать судьбу. Катается здесь полиция, security в гражданской машинке по кругу, может быть, каким-то... Ну да, и то есть я смотрю, что, естественно, ни одного дрона нету на таком мероприятии, значит, это неспроста. И сейчас мы с вами пойдем полностью по кругу. Постараюсь все пройти, сколько здесь машин. Ну, самая здесь движуха начнется вечером, то есть с шоу, всякими мероприятиями и так далее. Парк Карлсон, Ваксторп. Там еще у нас на входе будут ретро, мы в конце к ним подойдем. Здесь стрелочники, назовем их так, тоже еще потихонечку подготавливают, напидаривают тачки. Так, вот, собственно, план мероприятий. Каждая машина идет под номером, то есть, я так понимаю, в конце будут голосования там и так далее. Люди отдают свои голоса за номера. Ага, все пропало. Успели почитать? Так, там у нас фудкорт. Ну что, начнем. Здесь у нас JA Транспорт, Volvo и Scania. Даже сразу тут продаются тоже светотехника и все остальное от какой-то фирмы. Собственно, фирму можете прочитать сами. Лампы на любой вкус, кому какие нравятся. Дождик периодически пытается покрапывать. Я думаю, он не испортит весь этот антураж. Ну, Scania так тоже выглядит интересно. Так, мы идем с вами дальше. Искать в поисках всего интересного. Продажа аксессуаров, короче, всего, чего только можно. Здесь это понятно. Это самое главное событие лета, которое самое большое трак-шоу в Швеции этого лета. Так, здесь есть лесенка, значит, можно подняться. Естественно, мы тоже это с вами сейчас сделаем. То есть специально ставят такие стенды, чтобы люди могли подняться и посмотреть, что там есть вообще у него. Гитара. Вау. Прикольная задумка, конечно.
Что ж, алькантара, черная алькантара с кожей. Ну и салон, конечно же, переделан в зеленый цвет. Очень все это дорого, богато выглядит. Здесь у нас с воинами какими-то. Это у нас длинная база Scania. Самая длинная база Scania, я так даже сказал бы. И мы пока залезем на ступеньку, пока здесь никого нету. Это последняя модель Scania. Ну и вот, наконец-то мы нашли DAF. Только нету к нему ступеньки. И, кстати, он у нас гость в Скандинавии. Я так понимаю, это британец. Потому что руль у него совсем с другой стороны. Да, это британские номера. Ну да, конечно, в таком исполнении DAF вопросов нет никаких. Это DAF всем DAF-ам DAF. Вопросов нет. Так, ну а рядом у нас Вольвас, я так понимаю. Интересный такой, с гонщиками разрисован. Может, это бывший гонщик на нем гоняет. Ну, выглядит, конечно, он круто, вопросов нет. Я так понимаю, можно плакат с ним брать, да? Так, тут у нас турбина. Ну и, конечно же, Malberg. Многие знают эту фирму по тюнингам. Собственно, куда же без них? А никуда, я так вам скажу. Так, что ж, идем дальше. Дальше еще много-много-много тут всего интересного. Такие мимолетом буду проходить. Тоже номера какие-то у него интересные. Двухосник, Голландия. На выставку заезжают не просто так, естественно, грузовики, а заранее они там каким-то образом Испания. Бронируют себе места или покупают, или как. Мы это чуть позже, если я не забуду, спрошу у Андрея, как он сюда вообще попал и сколько денег это стоит. Здесь тоже у нас, я думаю, это кто-то из европейцев. Финны. Да, здесь такой трансформер, вот что мне пришло. Так, а мы пока что передвинемся вот сюда. Раскрашено, конечно, это. Вот, собственно, и контролеры катаются. Тут у них даже представлена их продукция. Ну и сейчас мы в салон заглянем обязательно, там очень круто сделано. Страшно представить, сколько вложено денег в эту машину. Просто нет слов. Зацените только, как это все сделано, насколько это круто все сделано. На этой машине вообще ездить на самом деле мне было бы страшно. Ее просто поставить и чтобы она стояла. Да. Круто, круто. Материал, конечно, шикарный.
Мерседес. Его считают самым удачным Мерседесом вообще в целом в истории. Именно эта кабина. Если вы со мной согласны, напишите в комментариях. Если не согласны, то тоже напишите, почему вы не согласны. Так, здесь у нас Volvo с какой-то супер музыкой. С ума сойти просто. Что ж, я нашел кое-что интересное. У нас ST770. Почему ST? Типа S-кабина. Ага, это новая. Ну, то есть из последней у нас модели Scania. Рядом, кстати, с трубами стоит машинка. Жалко, нету к ней ступеньки. Я бы залез, посмотрел бы. Ну, в принципе, здесь кабина будет внутри не увеличена. Но я думаю, мы с вами найдем еще и увеличенную сегодня в этом где-то отряде. Ой, тут с этой стороны какая-то у меня другая картина открылась расписных машин. Так, вот у нас еще один капотник норвежский. Фирма представляет свою машинку. Приехала в гости в Швецию. Ну и да, тут есть, конечно, что представить. Интересно, они рабочие вообще или нет, эти трубы? А, вот рядом ихняя тоже машина, я так понимаю. Да, это тоже ихняя машинка. Прикольное решение. Только дверька что-то... Дверька обыкновенная. Интересно, почему так решено было сделать. Ну, ну, в принципе, салон без изменений, я понял. Салон у нас обыкновенный. Только коврик лежит, как бы, и все на этом. То есть все сделано... Все деньги ушли, чтобы сделать снаружи. Так, вот ихний аппаратик еще один рядом. Но там куча людей в нем сидит, я вам особо ничего не покажу. Кстати, да, это у нас самосвал. А, кстати, фильм крутой Yellowstone, сериал. Вообще козырный сериал, всем советую. Да, можно еще повспоминать, походить фильмы по всем машинам, которые здесь есть. Да, мне же захотелось его пересмотреть. Жалко, он закончился вроде бы, или я жду еще новый сезон, я точно не знаю. А, вон у нас призер крутой какой-то. Volvo, я ее как-то обошел стороной. Ну что, заценим этого призера. Кубки у него тут все крутые, все дела. Вот, я так думаю, вы можете ознакомиться с этим историей или нет. Я не знаю, честно, что там написано. Да, да. Девочка мне что-то рассказала по-шведски, я ничего не понял. Итак, ну что, посмотрим, что же тут, что за кубковая машина. Ну, здесь музыка, я так понял, моднявая у него стоит. Вопросов нет. Ага, вот тут какое решение. Да. Такой можно жить. Слушайте, это какая-то увеличенная кабина или это так правильно сделано, что... Но места реально здесь до хрена. Круто, круто. Интересно, мне за музыку прилетит от Ютуба. Как его? Забыл, как называется. Авторские права или нет? Да, конечно, если бы можно было дроном пролететься бы, я бы быстренько это все дело, конечно же, заснял бы. А так, постараюсь, конечно, по максимуму вам все показать. Тут крутой, конечно, подвижный состав такой. Мощный, мощный. Швеция, Австралия. Так.
у нас светомузыка. Там где-то у кого-то там тоже, я вижу, вон грузовик, который музыкальный. Мы к нему потом доберемся до него. Мое внимание привлекла Сису. Финская. Двухосничек. Ковбои тоже ходят. Так, в этой стороне я наконец-таки дошел до самого конца. Меня это радует. Но предстоит еще в другую сторону немножко прогуляться. Ой, там где-то что-то очень мощное тоже играет. Я вижу, что это у нас Volvo будет на обзоре. Да, движняк здесь, конечно, ребята, каждому советую попасть. Но здесь я, к сожалению, на самый вечер не попаду, потому что здесь будет шоу, крутое шоу будет. Так, у нас розовая Volvo есть с этим самым, со стульчиком. Не со стульчиком, с лестницей. Тоже какая-то есть своя продукция. А, и тут своя музыка даже играет. Да, это прикольно, конечно. Так, двухосник немецкий, ничего себе, с классическим рулем. Немцы тоже. Интересно, Кютгрятник с Германии он вез в палетниках или он у него сразу висел? Ну и вот это, конечно, аппарат. Вопросов нет никаких. Это круто. Scania Vabis 76-я. Снимем мы салончик в ней. Ну, сидушки, наверное, естественно, это уже не родные, это переделанные. А в целом все сохранено. Так, ну и здесь у нас что-то спецвыставка легковых, небольших. Какая-то тоже. Ага, у него прицеп сделанный под Volkswagen также. Это у нас транспортер или кто это вообще у нас? Крутяк. Сейчас мы с другой стороны зайдем, посмотрим на это произведение искусства. Слушайте, круто очень выглядит. Вопросов нет. Что ж, посмотрим. А, финские. 12 метров. Прикиньте. С волыной даже. Интересно, наливают или нет? Я думаю, нет. Так, это у нас что? Я уже потерялся вообще, куда я смотрю. Дорого-богато. Ну, этот круто выглядит, я не знаю, мне понравился очень сильно. Интересно так. Марио. Да? Да, ничего себе. Дэнди, получается, это у нас 8-битка. Так, а это у нас был Ford. Я сразу и не понял. И еще одна маленькая машинка. Так, здесь у нас бус. Просто бус. Так, коневозка. И на этом у нас все. Вот там кто-то дудит конкретно. А, здесь
вход. Интересно, здесь просто так люди заходят или все-таки где-то там их обелечивают? Зачем я платил 13 евро? Мне не совсем понятно. Когда я смотрю, здесь просто так все заходят. Так, ну что, мы начнем с вами финальную стадию прохода. По максимуму, что смогу, то покажу. Scania 143. Классик руль. Да, тут очень громкая Volvo. Nordic Trophy — официальное название этого мероприятия. I will walk the wire, baby. Set the world on fire, baby. I'll be there. Да, возле нее постояв пару минут, можно оглохнуть 100%. Еще Volvo кубковая. Натирает правильно, чтобы блестело, все отлично. Да, я видел этого эвакуатора. Он привлек мое внимание вот этим. И, собственно, я добрался до музыкальной Вольвы еще очередной. Колеса выкрашены в черный, капитально начернены. Just to go and take back what you say. Burn all the bridges, don't ask forgiveness. Walk away like I'm someone you hate. Don't let me down easy. If you're gonna leave me, baby, go and leave me all the way. Следующий ряд тоже фирма одна выставляет машинки свои. И у нас острые козырьки. Scania какой-то подозрительной кабиной. Вам не кажется, что она какая-то большеватая немного, нет? Бирмингем. Лесовоз даже загружен с лесом. Прикольно. Слушайте, мигалки, я смотрю, у них и синие, и красные, им вообще по барабану, какого цвета они моргают у них. О, у нас король лев, Акуна Матата. Можно в нее залезть, это у нас Мерседес. Лесовоз. Кто плачет под король лев, напишите. Так, у нас очередная Тэшка. Я думаю, это 770-я. Также. Хотя не факт. Вальхалла, викинги. С тракторами. Так, здесь много людей тусуются. Видать, людям сильно понравился
Scania номер 53. Так, это у нас... Что за фильм? Я не знаю. Напишите. Что за он-то? Ну да, круто сделано это все дело. Сейчас попробуем добраться до салона. Я думаю, там не менее интересно. Бергстен. Музыка тоже у нее такая, что оторви голову, наверное, будет. Да. Ага, здесь у него вообще спальника нету. Вот так. Лесовозам они не нужны. Они не спят, они всегда работают. Ну, здесь просто, да, машина-убийца для, для всего, для ушей, для тела. Одним нажатием кнопки можно сломать позвоночник. Сниму вам немножко тоже и полуприцепы, прицепы, потому что скажете, что я только голову показывал. У нас разное здесь есть. Здесь тоже у нас какие-то аксессуары. Ну, какая-то машина неподобающая, конечно. Выглядит не очень она на фоне остальных. Ну да ладно. Ну, у нас стандартная шведская степка. Бочка Scania двухосник. Здесь еще одна световыставка. Светотехники. Volvo Aero 780 XXL, я так понимаю. Не просто так она тут стоит. А, вот, кстати, Strands. Тоже это фирма светотехники. Я так понимаю, это от них и есть все движение. Я, кстати, однажды уже показывал из журнала вам Strands. Вот у нас техника есть такая, даже здесь. Мини-прицеп для мини-экскаватора. Ну и сразу же я попался на Scania V8 с трубами. Сейчас посмотрим, как она спереди выглядит. Я думаю, не менее... Да. Вот так она выглядит. Здесь у нас Unroader. Корвет, да? Корвет. Ну, это нам не интересно. Так, идем куда-то туда теперь. Здесь что-то интересное, но здесь ходить нельзя. Здесь это за клеткой, почему-то закрытая территория. И здесь у нас вон целая выставка кенгурятников. Я не знаю, может, это второй день будет открыто или почему и как, я не знаю. Но там еще, слушайте, много машин разных, конечно же. Жаль, что почему-то здесь эта зона пока что закрыта. Короче, тут выставка тюнинга, деталей для тюнинга. Так, получается, я все прошел. Да, друзья, вот, собственно, и объявление само. Двухдневная движуха, трейлер-тракинг-фестиваль. Вот первый день программа и второй день программа. И карта мероприятия также здесь есть. Где вход, где выход, где кто располагается.
Пройдемся там, где мы еще не были. И там еще вновь прибывшая есть. Девушка натирает, чтобы блестел белый цвет. Да, я знал, что я не зря сюда иду. Вот оно. О! Тема. Это у нас Peterbilt. И здесь до заполнения идет, получается, еще. Смотрите, сколько места и сколько будет машин, наверное, становиться, я так понимаю. Все по чуть-чуть. То есть к завтрашнему дню здесь будет просто, я не знаю, какое количество машин. И я очень много здесь чего пропущу. Вот где можно ездить по газону. Класс. Это дорогого стоит. И здесь я смотрю, это одна компания с красными мигалками. И дальше еще их не все. Все стоят, всех ровненько, чтобы все аккуратно, чтобы все вместились. Так, лесовоз, интересно-то уезжает или он приехал? Если уезжает, значит пора на выгрузку ехать, наверное. Хватит тусоваться-то. Вот это да! Вот это тема! Кстати, я читал здесь новость. Наверное, поэтому... Читал новость, что-то Scania должна была здесь представить. Какой-то лонг-лайн новый, но я его почему-то не нашел. Я думаю, это было на закрытой площадке. И будет, то есть потом это все представление. Так, мне надо еще пройти, что я не прошел. И можно будет заканчивать. Еще немножко Scania, которая я в самом начале был. Сзади решил зайти. И тут сзади просто я увидел у этого кемпер, который Scania, похожая на шишигу нашу. Вот здесь как положено, столик, терраса, все четко продумано. Сису, кстати, еще один. Я его не видел ранее. Volvo VNL. Тут совсем другая атмосфера, более спокойная. Вот вам и получился обзор трак-шоу
2025 года, уходящего лета. И здесь теперь я все понял, что и как происходит. Здесь собираются машинки на въезде, и затем по какому-то порядку или по какому-то призыву, или как они въезжают на территорию. Прибывают и прибывают. Ну а я убываю в сторону своей машины на своем супер тюнингованном велике. А интересно, если я сюда со своим полуприцепом заехал бы, мне также 13 евро пришлось бы заплатить или нет? Я думаю, нет. Здесь место, где все начинается. Тут кемперами все заполнено. Тут легковые парковки. Здесь вот указатель, все как положено. Да, нет, здесь, ага, все правильно. Вот касса, то же самое. А я думал, я один только заплатил, а все остальные на халяву ходят.